ученый человек, люди в этот век Кали будут иметь короткий срок жизни. They are quarrelsome and lazy. Они ленивы и склонны к ссорам. They are misguided and unlucky. Они сбиты с толку и неудачливы. And above all, always disturbed. И помимо всего прочего, они также пребывают в постоянной тревоге. So these symptoms are described in the Srimad Bhagavatam. И вот все эти признаки, симптомы людей век Кали описаны в Шримад Бхагаватам. The first one is Alpa Ayusha. One has a meager or a short life. И первое это Алпа Аюша, это продолжительность жизни очень короткая. So the duration of life is decreasing. Так продолжительность жизни людей уменьшается. Now sociologists will say, no, that's not true. We're living longer than ever before. Социологи, конечно, могут сказать, что это не так, это неправда, и что продолжительность жизни, наоборот, увеличивается. But when calculating how long someone lives, you also have to take into consideration all the abortions. Но когда мы рассчитываем продолжительность жизни в стране или в мире, нам также необходимо учитывать и количество абортов, которые производятся. Abortion means one is killed, murdered, when one is a few weeks or few months old. И аборт это означает, когда кого-то убивают, когда ему всего буквально несколько недель или несколько месяцев. Most abortions are done within the first 20 weeks. Большинство абортов совершается в первые 20 недель. Now, United Nations released figures that there's approximately 44 million abortions every year. Объединенные Нации сделали такое исследование, и они обнаружили, что около 44 миллионов абортов каждый год производится в мире. And that's legal and illegal abortions. Это легальные и нелегальные. So it's a type of estimation, but it works out to 120,000 abortions every single day. Это, конечно, приблизительная цифра, но так или иначе в день 120 тысяч абортов производится. So when you include this in the calculation, the duration of life is actually decreased. И если все это включить в вычисление продолжительности жизни, то можно видеть, что продолжительность жизни уменьшается. So this is the nature of the age of Kali. Такова природа века Кали. And then we get diseases like cancer and Также есть tuberculosis. болезни такие, как рак, Tuberculosis, people get strokes. туберкулез, сердечные приступы. 20,000 people are dying every day from cancer. 20 тысяч человек каждый день умирает от рака. And then we have diseases like AIDS, И также есть болезни такие, как СПИД, which is very prominent, ironically, in South Africa, where I live. который так или иначе, по иронии, очень распространен в Южной Африке, в том месте, где я живу. The HIV prevalence rate. When you have HIV, it means you have AIDS. So the HIV rate is 20% in South Africa. В Южной Африке около 20% населения болеют СПИДом. 20% of the population have this disease, AIDS. И 20% населения имеют СПИД. Compared to Egypt, where it's 0.002. В Египте эта цифра, например, составляет то есть 0,02 тысячных. In other words, South Africa's AIDS rate is 1,000 times greater than Egypt. И вот в Южной Африке
процентное соотношение больных СПИДом в 1000 раз больше, чем в Египте. This is due to cultural differences and religious differences. Это из-за таких различий в культуре и в религиозности. So we have a situation in South Africa where over 1,000 people die every day from AIDS. И в Южной Африке ситуация такова, что более 1000 человек умирает от рака каждый день. And this causes a lot of havoc and problems. И это все рождает очень много проблем и трудностей, беспорядков. So these types of diseases are going to increase as the Kali Yuga progresses. И вот такого рода болезни, они будут усиливаться, увеличиваться по мере развития Кали-юги. Then the Bhagavatam also describes Manda Samanda Matayo. Manda means lazy. Human beings are lazy. И Шримад Бхагаватам описывает также, что люди, они манда, суманда, матайо, они ленивы. Lazy really means in reference to spiritual life. И лень больше всего относится к духовной жизни. I mean, there are many people who work hard materially. И есть много людей, которые готовы очень много и тяжело трудиться ради материальной прибыли. I've heard many examples of people working 12 hours a day and also having 2 jobs. И я слышал о примерах таких людей, которые работают по 12 часов в день на 2 работах. But when it comes to spiritual life, they're downright lazy and they won't engage in any type of spiritual practice. Что касается духовной жизни, то они очень ленивые, и они не хотят заниматься никакой духовной практикой. Take, for example, a postman or a milkman. They get up very early to deliver letters or to milk the cows, but they won't get up early and chant the name of God. Например, взять почтальона или людей, которые доят коров. Они просыпаются очень рано ради того, чтобы разнести почту или подоить корову, но они не готовы проснуться рано ради того, чтобы заниматься какой-то духовной деятельностью. So manda means lazy. Поэтому суманда означает ленивый. Then sumanda matayo means misguided. Суманда матайо означает сбитый с толку. There are many bogus so-called religious paths. И есть множество так называемых религиозных путей, which bewilder the poor living beings. которые сбивают с толку бедных живых существ. In the name of Christianity and Hinduism and Islam and Buddhism, there are so many cheaters. Есть множество обманщиков, которые обманывают людей под именем христианства, мусульманства или буддизма. So-called religious people claiming to be God. Так называемые религиозные люди, они провозглашают себя Богом. And they're teaching materially motivated religion. И они обучают людей религии, в которой присутствуют материальные мотивы. The Srimad Bhagavatam rejects materially motivated religion. Шримад Бхагаватам отвергает религию, которая основана на материальных мотивах. But practically everyone is worshipping God for material benefits. Практически сейчас все поклоняются Богу ради материальных благ. It doesn't make any sense. И это очень неразумно, в этом нет смысла. Praying to God for something temporary. Молиться Богу ради чего-то временного. Whereas you could have something eternal. Когда мы можем получить от Бога, наоборот, нечто вечное. It's like approaching the emperor of the world. And the emperor of the world tells you, I'll give you anything you want. Все равно, как мы приходим к императору всего мира, и он говорит нам, что я могу исполнить любое твое желание, я могу дать тебе все, что ты хочешь. And then you say, just give me some ash, give me some dirt. Но мы говорим ему,
дай мне немного грязи, дай мне немного земли. What is the use of praying or asking God for something which is temporary? Какой смысл просить Бога ради чего-то временного? It's going to be taken away from you anyhow. Это в любом случае будет забрано у вас, вы это потеряете. It's like you go to Kyiv or Moscow and you book into a 5-star hotel for the weekend. Это как вы едете в Киев или в Москву на выходные, и там бронируете себе отель, 5-звездочный отель. And then you move all your furniture into the hotel. И затем вы перевозите всю свою мебель в этот отель. But you're only there for Saturday and Sunday night. Но вы там всего собираетесь провести субботу и воскресенье. What's the use of putting all your furniture there? Зачем перевозить туда, в этот отель, всю свою мебель? So everything is temporary in this material world, Поэтому в этом материальном мире все временно, including our health. включая наше здоровье. Many people pray to God, give me good health. Многие люди молятся Богу, чтобы Он дал им хорошее здоровье. But what's going to happen to your health when you get to 80 and 90? Но что будет с нашим здоровьем, когда нам будет 80 или 90? People aged 80 and 90 don't have good health. Люди, которые достигают 80, 90 лет, в любом случае они не могут похвастаться хорошим здоровьем. So everything material is going to be forcibly taken away from us by the time factor. И все, что у нас есть, все, чем мы обладаем, все будет насильно забрано у нас фактором времени. Our body is going to be taken away from us. У нас заберут наше тело, Our health will be taken away from us. у нас заберут здоровье, Our honor will be taken away from us. у нас заберут нашу славу. Our family, wife and children will be taken away from us. Также мы потеряем свою семью, детей, жену, мужа. Our possessions, our money, our property will be taken away from us. И также у нас заберут нашу собственность, наши деньги. The supreme time factor will take it all away from us. То есть высший фактор времени, он заберет все у нас. So what is the use of clinging on to it like a fool or an idiot? Поэтому какой смысл цепляться и держаться за все это, подобно глупцу и идиоту? This time factor indicates Krishna. Krishna is the time factor. И этот фактор времени является собой Кришну. Кришна, он является этим фактором времени. And as this time factor that will take everything away from it, everything material away from us. И вот Кришна, как этот фактор времени, он заберет у нас все материальное. But the time factor cannot take away any spiritual assets we have. Однако этот фактор времени, он у нас не сможет забрать ничего, никакие духовные блага, которых мы достигли. In other words, any spiritual advancement we've made cannot be taken away from us. То есть, другими словами, если мы за эту жизнь достигли какого-то духовного прогресса, то мы никогда его не потеряем. So it makes sense to concentrate more on spiritual life. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на духовной жизни. Over the last 3 or 4 months, 4 of my disciples have passed away. За последние где-то 3-4 месяца 4 моих учеников покинули этот мир. And I did their funerals and their 3-day ceremonies. И я провел и участвовал в их похоронах на этих церемониях. But anyone who takes shelter of Krishna is a great soul. Однако любой человек, который находит прибежище в Кришне, является великой душой.
The way you overcome the time factor is by taking exclusive shelter of Krishna. Мы можем преодолеть этот фактор времени, приняв прибежище исключительно у Кришны. It's called Ananya Bhakti. Называется Ананья Бхакти. Ananya Bhakti means undeviated devotional service. Ананья Бхакти означает неуклонное преданное служение. It comes from Rupa Goswami's verse in Nectar of Devotion, Anyabila Sita Sunyam. Это описывается в стихе Рупа Госвами в Нектаре преданности Аньябила Сита Шуньям. That devotional service is free from any material desires or philosophical speculation. Что преданное служение, оно свободно от всех материальных желаний и каких-то философских мудрствований, умствований. So the devotees or the Vaishnavas are actually intelligent. И преданные вайшнавы, они на самом деле очень разумны. And they understand the falsity and misery of this material world. И они понимают всю ложность этого материального мира. And they give up attachment to family affairs. И они отказываются от привязанности к семейным делам. And they take shelter of the Supreme Personality of Godhead. И они принимают прибежище в Верховной Личности Бога. There's a wonderful verse in Canto 1, Chapter 13, text 27. И в той же первой песне, в 13 главе, 27 тексте, пишутся очень интересные, прекрасные слова. It's actually one of my favorite verses. Это на самом деле один из моих любимых стихов. Ya swakat parato deha jatuna veda atmanam hridi kritva ram grehat pravrajatsa naratum. One is certainly a first-class man or woman. Вне всякого сомнения, человек является человеком наивысшего класса, who awakens and understands, который пробуждается и понимает, either by himself or from others, либо сам, либо с помощью других людей, the falsity and misery of this material world. Он понимает всю временность, всю ложность и исполненность страданий этого материального мира. And he leaves home. И он покидает дом. And depends fully on the Supreme Personality of Godhead who is residing in his heart. И он полностью зависит от Верховной Личности Бога, которая живет в его сердце. Pravrajatsa narotom. Narotom means first class. И слово наротам означает высшего уровня. So the Vaishnavas are first class. И вайшнавы являются людьми высшего уровня. And they give up attachment to the home. И они отказываются от своих привязанностей. That doesn't mean you necessarily leave your wife and children, but you're detached from them. Это не означает, что вы обязательно должны оставить своих детей и свою жену. Но это означает, что вы живете, не попадая в зависимость от этого. The example is Bhaktivinoda Thakur. И примером является Бхактивинод Тхакур. 13 children, and he stayed at home. У него было 13 детей, и он жил дома. But his wife was a pure devotee. Но его жена была чистой преданной. And then you have the other example, Srila Prabhupada, who left his home in 1954. Также есть пример Шрилы Прабхупады, который покинул свой дом в 1954 году. So one becomes detached from children, wife and husband. Поэтому человек становится таким непривязанным, отреченным от детей, жены и дома. And rather than depending on them, you depend fully on the personality of Godhead who is residing in your heart. И он независим от них, и вместо зависимости от них он предпочитает зависеть от Верховной Личности Бога, которая живет в сердце. Yeah, Riddhi Kridvam Haram Gehat. Riddhi, in the heart,
Krishna's in your heart. То есть Кришна, он находится в вашем сердце. So I encourage Krishna Dham, who's now Bhakta Costa's name is now Krishna Dham. И вот сейчас у Кости есть новое имя, я назвал его Кришна Дхам. And I encourage Krishna Dham to take full shelter of the holy name of the Lord. И я прошу, вдохновляю Кришна Дхама принять полное прибежище у святого имени Господа. And I want Krishna Dham to remember some instructions I'm going to give him. И я хочу попросить Кришна Дхама Прабху помнить тех наставлениях, которые я даю. That when he chants the Maha Mantra, I want him to remember this. Я хочу, чтобы он запомнил следующие мои слова, что когда он будет повторять Махамантру, That the holy name is your only friend in this material world. Чтобы он помнил, что Святое Имя – это наш единственный друг во всем этом мире. Now what that means is, the holy name and anyone who gives you the holy name is your only friend. Это означает, что само Святое Имя и любой человек, который дает вам Святое Имя, являются вашими единственными друзьями. So in chanting the Maha Mantra on our beads, we should remember this, that the holy name is our only friend. Когда мы повторяем Махамантру на четках, мы должны помнить об этом, что Святое Имя – это наш единственный друг. And Prabhupada has given us the holy name, therefore he used to sign his letters, your ever well-wisher. И Шрила Прабхупада, он является тем, кто дал нам Святое Имя, поэтому он подписывал свои письма как ваш вечный благожелатель. Another nice thing to meditate on when you chant the holy name is И есть еще одна вещь, замечательная вещь, на которой мы можем медитировать, когда повторяем Святое Имя. the holy name has nothing to do with this material world. Это то, что Святое Имя не имеет ничего общего, никак не зависит от этого материального мира. And another nice thing to meditate on when you chant the holy name is И еще есть одна замечательная вещь, на которой можно медитировать, повторяя Святое Имя. all of Lord Krishna's pastimes are contained within the holy name. Что в Святом Имени Господа содержатся все трансцендентные игры Господа Кришны. So contained in the holy name is Lord Krishna's Rasa Leela. И в Святом Имени содержится Расалила Господа Кришны. Contained within the holy name is Lord Krishna lifting Govardhan Hill. И также в Святом Имени есть игра, где Господь Кришна поднял холм Говардхан. Contained within the holy name is Lord Chaitanya dancing in Srivasangam. И в Святом Имени есть то, когда Господь Чайтанья танцует в Шивасангаме. So I'm very pleased to initiate Krishna Dham Prabhu. И я очень счастлив, я доволен тем, что я инициировал Кришна Дхаму Прабху. I'm doing it on behalf of my Guru Maharaj. Я делаю это от имени своего Гуру Махараджа. Personally, I am worthless, Сам по себе я ничего не представляю. wretched, Я никчемен, insignificant, незначителен, lower than the straw on the street, ниже, чем трава на улице. also very proud and also very envious. Также я очень гордый, очень завистлив. But if I can encourage a disciple to take shelter of Srila Prabhupada, my Guru Maharaj, that'll be my success. Но если я смогу вдохновить своего ученика принять прибежище у Шрилы Прабхупады, это будет моим успехом. So I'm requesting all my disciples and Krishna Dham Поэтому я прошу всех своих учеников и также Кришна Дхаму, and in Zaporozhye, Gopi Geet and Ganadhar Puran, Garuda Puran, и я прошу также и своих учеников Запорожье, Гопи Гиту и Гаруда Прану, and all the other Vaishnavas like Omkar, и также других вайшнавов, Омкара Прабху, to take full shelter of Srila Prabhupada and his books, his instructions. и принять полное прибежище у Шрилы Прабхупады, его книг и его наставлений. Faith is very valuable.
вера является большой ценностью. We want faith in the holy name and faith in the Mahabhagavats. Мы хотим развить веру в Святое Имя и веру в Махабхагават. Even faith in the Madhyam Bhagavats is also good. Но даже иметь веру в Мадьяма Бхагават тоже хорошо. But Очень хорошо. Prabhupada is written in the Bhagavatam Но Шрила Прабхупада пишет в Бхагаватам, that the Kali Yuga is surcharged with faithfulness. Кали-юга соучать, Lack of faith. что Кали-юга, она, в ней люди, они теряют веру. У людей очень мало веры в Кали-югу. And lack of faith, or the opposite of faith, is doubt. И противоположностью веры являются сомнения. And in Sanskrit is shamshaya. На санскрите это называется словом самшая. So we do not want doubt. Мы не стремимся к тому, чтобы были сомнения. We don't want to doubt the Vaishnavas, the holy name, prasadam, the deities. Мы не хотим сомневаться в Вайшнавах, в Святом Имени, в Прасаде, в божествах. We want faith in the Vaishnavas, in the deities, and prasadam. Мы хотим верить в Вайшнавов, в божеств, в Прасад. So I want to pray that Lord Chaitanya can bestow his mercy upon Krishna Dham. Я молюсь о том, чтобы Господь Чайтанья даровал свою милость Кришнадаме And all the wonderful Vaishnavas in Ukraine и всем замечательным вайшнавам на Украине, and South Africa and throughout the world. и также в Южной Африке и преданным по всему миру. Go Premanandi Hari Hari Bol.